Привет, друзья! А вы когда-нибудь задумывались, кто стоял у истоков Конституции Германии? Документы, которые десятилетиями пылились в архивах, показывают, ключевые решения принимались не в Берлине, а в Лондоне, Париже и Вашингтоне. Именно там еще в первые месяцы после войны обсуждали, какой должна быть новая Германия. Американские, британские и французские представители активно участвовали в переговорах в Бонне и вносили ключевые предложения. Многие статьи основного закона Германии проходили редактирование именно при участии союзников вплоть до финальных формулировок. И если это правда, то чья сегодня на самом деле Конституция у Германии? И почему спустя 75 лет в крупнейшей экономике Европы до сих пор нет полноценного Совета национальной безопасности? Некоторые статьи основного закона по данным участников тех переговоров обсуждались с союзниками до последней запятой. Особое внимание уделялось тому, чтобы исключить потенциальную централизацию власти, предусмотреть ограничения на военные инициативы и внедрить гарантии участия в международных структурах. Источники, знакомые с этим этапом, отмечают, что финальный вариант закона был передан союзным представителям для ознакомления до официальной ратификации. Конечно, немецкие юристы и политики внесли огромный вклад, но рамки, в которых им разрешалось действовать, были установлены извне. Именно поэтому Конституция ФРГ – это не просто внутренний документ, а часть более широкой архитектуры, построенной под международный контроль и долгосрочную стабильность. Если эти рамки изначально задавались извне, то что мешает сегодня создать полноценный центр принятия решений именно в Германии? Удивительно, но факт. В крупнейшей экономике Европы до сих пор отсутствует орган, который можно было бы назвать полноценным Советом национальной безопасности. Во Франции он есть, в США один из центральных инструментов внешней политики, а в Германии нет. И это не пробел, а исторически заданная конструкция. По данным историков, союзники сразу после войны настаивали, Германия должна быть децентрализирована и политически сбалансирована именно изнутри, особенно в вопросах безопасности. Именно тогда зародилась идея размыть процесс принятия решений, чтобы никакая ветвь власти не могла в одиночку инициировать военные или геополитические шаги. В результате оборонные и стратегические вопросы в Германии по сей день распределяются между разными структурами – федеральной канцелярией, министерствами, комитетами и даже внешними партнерами. Как сообщают источники, знакомые с текущей системой, в случае кризиса процедура запуска реакции может занять недели. Ни у одной инстанции нет монопольного права оперативно действовать, все требует согласований, совещаний, юридической оценки и политического баланса. Аналитики описывают это как распыленную архитектуру принятия решений. С одной стороны, такая система снижает риск импульсивных шагов, но с другой она делает Германию уязвимой в случае быстро меняющейся внешней ситуации. Особенно на фоне ожиданий от Берлина, которые звучат все громче как со стороны Европейского Союза, так и в рамках НАТО. Поэтому отсутствие Совета Безопасности – это не просто юридическая лакуна, это признак того, что Германия до сих пор действует в рамках конструкции, выстроенной в послевоенную эпоху. Но дальше становится еще интереснее. Когда говорят о современной политике Германии, редко вспоминают, что многие ограничения не результат текущих решений, а именно отголоски архитектуры, созданной десятилетия назад. Именно после Второй мировой войны была выстроена уникальная система рамок, в которой Германия существует и до сих пор. Отказ от ядерного оружия – это часть соглашения, сформированных в послевоенный период. Контроль над экспортом вооружений он установлен в виде многоступенчатой системы согласований, которая исключает быстрые сделки без внешнего одобрения. Даже участие в международных миссиях предполагает настолько сложную процедуру, что Германия редко становится инициатором. Согласно анализам архивов, которые в последние годы обсуждались в ряде медиа, в 50-х, в 60-х годах тема суверенитета даже не стояла как конечная цель. Она формулировалась иначе, как долгосрочный процесс с обязательными отговорками, согласованиями и поправками. Именно в этот период формируются механизмы, которые и сегодня сдерживают немецкую инициативу. Некоторые из современных правительственных структур по-прежнему встроены в схемы координации с союзническими институтами, особенно в сфере безопасности. Аналитики это уже называют глубинной инерцией послевоенной эпохи. Прямого давления никто не оказывает, но форматы взаимодействия, расписанные когда-то между штабами и министерствами, до сих пор остаются в силе.
Поэтому любое упоминание о военной или стратегической самостоятельности Германии вызывает не только дебаты в самой Германии, но и внимательно отслеживается за ее пределами. Эта осторожность не просто привычка, а встроенный механизм, унаследованный от времен, когда каждое решение проходило внешний контроль. На фоне всех этих ограничений формируется уникальная система власти, в которой приоритет отдается согласованию даже в экстренных ситуациях. На самом деле, чтобы кто ни говорил, но немецкая политическая система одна из самых стабильных в Европе. Но вместе с этим она одна из самых медленных. И это не баг, а встроенный принцип. Здесь почти невозможно принять мгновенное решение даже в случае кризиса. Модель устроена так, чтобы исключить любые резкие движения. Каждое серьезное решение проходит путь из множества ступеней. От канцелярии канцлера через профильные министерства, коалиционные группы, комитеты Бундестага, юридические службы и, если необходимо, даже органы земельной власти. Такой процесс занимает, конечно же, недели, иногда месяцы. Как говорят специалисты по госуправлению, это сознательная конструкция. Германия помнит, к чему может привести сосредоточение власти в одних руках. Поэтому в системе встроены задержки. Это точки, где решение проверяется, уточняется и даже балансируется. Да, в моменты турбулентности, как это было в 2015 году во время миграционного кризиса, такую модель, конечно же, критиковали. Некоторые шаги пришлось проводить вне процедур, потому что механизм просто не успевал реагировать. Но в долгосрочной перспективе именно эта медленная власть позволила Германии пройти через несколько серьезных кризисов, не впав в политическую дестабилизацию. Эксперты называют это системой противошока. Да, она гасит политический драйв, да, она тормозит реформы, но именно это делает ее устойчивой. Особенно в Европе, где резкие повороты власти стали нормой. Немецкая модель остается тем символом институционального хладнокровия. И в условиях новых вызовов именно такой подход может сыграть неожиданно важную роль. Но что делать, если тормоза встроены не просто в процесс, а в саму конструкцию управления? Когда в Европе случаются кризисы, например, многие смотрят на Берлин в ожидании быстрого ответа. Но Германия устроена совсем иначе. Здесь нельзя просто взять и запустить реформу. Даже если идея поддержана канцлером, утверждена той же коалицией и прописана в стратегическом плане, она все равно должна пройти через плотный лабиринт согласований. Юридические департаменты проверяют соответствие Конституции, финансовое управление оценивает, не будет ли это противоречить бюджетным статьям, комиссия по балансу властей следит за тем, чтобы не возникло прецедентов вмешательства в полномочия земель, а если затрагиваются даже международные соглашения, в процесс автоматически втягиваются представители Европейского Союза и НАТО. По данным инсайдеров, даже ускоренный запуск оборонной программы может занять от полугода до 1,5 лет. Это не результат чьих-то препятствий. Так работает сама система. Она построена с расчетом на то, чтобы ни одна инициатива не становилась слишком доминирующей. Исторически это считается защитой от повторения авторитарных моделей. Но именно этот механизм и становится уязвимостью в современном темпе событий. Когда внешние угрозы развиваются за дни или даже недели, немецкая система реформ срабатывает через кварталы. Особенно это критично в таких сферах, как цифровая безопасность, оборонная логистика или энергетика. Германия не тормозит, нет, она соблюдает собственную конструкцию, но в мире, где скорость стала новой валютой влияния, эта модель требует переоценки. Именно здесь возникает главный парадокс. Чем стабильнее система, тем медленнее ее реакция. А теперь представьте, мотор на полную мощность, но коробка передач с ручником затянуты на максимум. Да, действительно, и это без сомнения, Германия по-прежнему удерживает статус главного экономического мотора Европы. По объему промышленности, тому же экспорту, финансовой стабильности, она входит в топ мировых лидеров. Но в политике чувствуется странное несоответствие. Мощность есть, а вот динамики самой нет. Система построена по шаблону еще 1949 года, и даже спустя десятилетия этот шаблон продолжает определять темп и стиль действий. Каждое серьезное решение проверяется по нескольким линиям. Бюджетный комитет оценивает допустимость трат, юридическая служба обратно же анализирует совместимость с Конституцией. Парламент обсуждает риски для баланса коалиции,
А если речь идет о внешней политике, как я сказал, или безопасности, например, даже, к обсуждению подключаются партнеры по ЕС и НАТО. Если вам понравился рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.